и я являюсь сотрудником Нестерского музея-заповедник. Мы сейчас с вами находимся в одном из самых аутентичных залов замкового комплекса. Со времен Радзивиллов, с конца 19-го, начала 20-го столетия, в этом зале, например, сохранились деревянные дубовые панели. Эльжбета Радзивилл, которая проживает сегодня в Варшаве, которая идет 103-й год, жила в замке до 1935 года. По ее воспоминаниям, за счет этих панелей зал называли Ореховым залом или Ореховой столовой. Она помнит десюды портах оригинальную лепнину, она помнит оригинальную салатово-изразцовую печь в этом зале. Что касается других предметов, которые здесь находятся, они не менее интересны. Здесь и мейсонский фарфор конца 19-го, начала 20-го столетия, и французский переносной бар, который инкрустирован панцирем черепахи и украшен золотом. В этом зале всегда находились огромные портреты, практически во весь рост, и интересные картины. В первую очередь хотелось бы обратить ваше внимание на портрет Юрия Радзивилла Геркулеса Литовского. Человек изображен в латах, он сильный, высокий человек для своего времени, он талантливый военачальник. Он же родной брат Яна Бородатого, от которого пошла Нестерская линия Радзивиллов более 500 лет тому назад. Но от Юрия Радзивилла Геркулеса пошла линия на Биржах и Дубинках, которую сегодня иногда называют Литовской линией, ведь это два литовских города. Он же, Юрий Радзивилл, является отцом единственной королевы в роду Радзивиллов, Барбары Радзивилл. И картина «Коронация Барбары», которая произошла 7 декабря 1550 года, находилась в этом зале до 1939 года включительно. Все это согласно инвентарям, которые сохранились до наших дней. К сожалению, оригинал картины «Коронация Барбар» бесследно исчез, и пока мы не можем сказать, где он находится сегодня. Но совсем недавно в нашем замке появилась реконструкция этой картины. Реконструкция картины «Коронация Барбары» – это плод очень кропотливой работы наших искусствоведов во главе с Ольгой Баженовой. Плод работы искусствоведа воплотил в это живописное полотно белорусский художник Сергей Лагунович Черепко. Давайте присмотримся к этой картине повнимательней. Она не слишком соответствует действительности, потому что на самом деле ко времени коронации, к моменту коронации, Барбара уже сильно больна, она немощна, и вряд ли она могла стоять коленопреклонной перед алтарем. Поэтому была разработана целая церемония коронации Барбары. Она в богатом платье, украшенная жемчугами, драгоценностями, восседала перед алтарем на троне. Сегодня мы видим ее коленопреклонной перед священнослужителями, но я хочу обратить ваше внимание на других персонажей, которые здесь присутствуют. Мы здесь видим с вами Михаила Казимира Рыбоньку, мы видим его супругу, которая поддерживает мантию вот-вот королевы, мы видим двух их сыновей, которые помогают священным служителям. Это Кароль и Януш, братья-близнецы. Но как же так случилось? Коронация Барбары происходит в середине 16 столетия, а семья Рыбоньки, она проживает в 18 веке. Согласитесь, встает большой вопрос, как все это могло произойти. На самом деле, ответ на любой вопрос, наверное, можно найти. Дело в том, что картину «Коронация Барбары» в 18 столетии заказывает Михаил Казимир Рыбонька. Он просто не упускает свой шанс. Он делает так, что его семья способна поприсутствовать на церемонии 16 столетия. Здесь, я думаю, можно обратить внимание еще и на Сигизмунда II Августа, польского короля, который несколько поотдаль от всех остальных смотрит на все это действо. Мне кажется, выражение его лица выражает какое-то недоуменное, он не понимает, как же так случилось. Шутка ли? Родственники его жены, Барбары, которые проживают спустя 200 лет после коронации, присутствуют на этой церемонии. Ну, теперь, я думаю, вы понимаете, как здесь переплелись воедино 16 и 18 столетия. Мне же осталось добавить, что для создания этой картины были использованы иконописные портреты Барбары, Сигизмунда II Августа, польского короля, и портреты Михаила Казимира Рыбоньки и его семьи, которые взяты из альбома «Иконос». Надеюсь, эта картина – это еще один маленький предлог для того, чтобы посетить наш замок, пусть пока виртуальная экскурсия, а когда-то на самом деле. У меня все. Спасибо вам за внимание.